Опа! Есть карась, ребята. Ха-ха. Ого! Ого, кто ж это клюнул? Карась такой. Ничего себе. Ну, если получится вытянуть, я вам покажу этого карася. Ребята, всем привет! Наконец-то мне удалось выехать порыбачить. Начало апреля, уже как пару дней держится хорошая погода у нас. Потеплело, но через пару дней будут опять морозы, холодно. Днем до плюс 4, ночью -2, -3. Я решил, может же успею попасть на первый клев карася. Приехал на свой любимый водоем. Рыбачить сегодня буду с берега, так как у нас запрет на ловлю начался с 1 апреля. Рыбачить буду на поплавочек, из наживки червяк. Взял немножко прикормки с собой. Взял также еще воздушное тесто и опарыша. Но упор буду делать на красного червя. Идем сейчас к берегу, и я покажу вам место, где я собираюсь рыбачить. Так. Опа. И пока. Так, сейчас сразу поставлю стульчик. На стульчик буду складывать свои рыболовные снасти некоторые. Опа! Во, отлично. Вот это место. Вымостка. Ну так понабрасывали всяких разных деревяшек сухостоя. Ну и нормально, стоять можно. Вот даже 2 рогатульки стоят. Во, и я буду тут вот недалеко забрасывать поплавки между камышами. Глубина примерно 1 метр. Ветра сегодня нету, красота. И так вот видно, какая-то рыбка, но небольшая, мелкая, гуляет. Водоем оживает понемножку. Удочек я с собой набрал всяких самых разных, но начну рыбачить на поплавочек. Есть у меня специальные поплавочные удочки. Взял с собой также еще удочку с боковым кивком, но посмотрю. Это в том случае, если на поплавок ловиться не будет карась, то я попробую его на боковой кивок. А для этого заранее закормлю место под боковой кивок. Там дальше мы с вами пройдем, я вам покажу. Есть упавшее дерево. Прям упало вот так вот в камыши. И там с этого дерева можно рыбачить нормально. Вот такие у меня удочки. Покупал в прошлом году. Классные, легенькие, 6-метровочки.
Вес я не помню, но, наверное, грамм 150. Поплавочек, грузочек и крючочек. Так, сейчас, наверное, сразу, чтобы не терять время, уже 9 утра, сразу заброшу наживку червячка. Не будет клевать на червя, попробуем на тесто. Но у меня, видите, идет основное грузило. И возле крючка, недалеко от крючка, подпасок. Подпасок нужен для того, чтобы наживка лежала на дне. Так. Черви. Пока с вами разговариваю, наблюдаю за камышом. Камыш иногда кое-где шевелится. Кто его шевелит, непонятно. Но будем надеяться, что это карась. А там может быть и не карась, а красноперка, что вполне вероятно. Червя одеваю чулком полностью на весь крючок. Жало закрываю. Я так привык, делаю так всегда. И мне, так скажем, больше нравится. Первый заброс в этом году на поплавок. Вон он шевелится, камыш. Ну это мелочь. Что-то мне так кажется, что это мелочь. А ну-ка. Опа. Притапливаем лесочку. Отлично. Ну, пока поплавок стоит, даже не шевелится. Туда-сюда что-то его гоняет, видать, малек. Пока без поклевок. Ну ничего, будем ждать. Сейчас немножко закормимся. Так, прикормка. Чеснок, прикормка. Такая вот. Всем известная. Ну, по карасю работает нормально. Да, пол пачечки, не больше, высыплю. О, и хватит. Остальное в пакет. Завязываю. Так, чтобы не рассыпалось. Ну вот. Чесноком пахнет. Опа. Водички. Перемешаем. Как думаете, клюнет карась сегодня у меня или нет? Вода вроде бы такая градусов 7-6. При такой температуре воды карась уже должен быть активным. Ну, начинает вести себя более активно, если точно. Прикормку увлажнил. Вот получается такая вот. И сейчас будем забрасывать. Пару шаров, не больше. Шары делаю небольшие, вот такие, с куриное яйцо. Опа, отлично. А второй чуть ближе. О, пускай рыбка подходит, а мы с вами пойдем в другое еще место. Ух ты. Пойдем с вами прогуляемся. Главное туда дойти. Водоем находится далеко от населенных пунктов. А посмотрите, сколько мусора под ногами. Это, кстати, все рыбаки. Рыбаки, свиньи.
Ух ты, тут такая болотистая местность. А я в кроссовочках. Опа. Вот это место. Отличное. Посмотрите, какие уже бруньки, почки на деревьях. Там дальше желтые, красивые. Длина удочки на боковой кивок у меня 5,40. Вот как раз я буду попадать вот туда. Во. На поплавок тут тоже можно, кстати, попробовать. Но могут быть зацепы. Во. И теперь я подойду сюда, на это место, где-то минут через 40. Птички поют вокруг. Да всякие разные. Но соловья еще пока не слышно. Зеленеть все начинает понемногу. Красота. Посмотрим, может там уже кто-то клюнул на червя. Пока я ходил закармливаться. Нет, поплавок стоит на одном месте. Карась в апреле часто клюет не с самого утра, потому что ночи, и утро холодное в такое время года. А клюет всегда в основном, начинает клевать, как теплеет, ближе к обеду. Чуть-чуть притопил и все. Опа! Есть карась, ребята. Ха-ха. Ничего себе. В сторону пошел поплавочек. Так, значит, карась начинает клевать тут понемножку. Ну-ка. О! Смотрите, какой карасевич. Ха-ха. Красавчик. На червя клюнул. Первый есть. Хороший карась. Может, даже и боковой кивок не придется доставать. Так, какого же тебе червячка? Наверное, поменьше. Червя. Но есть тут караси поболее. Такой грамм 200 карасик. Вот, пойдет. 200, может 50. Стараюсь приманку забрасывать ближе к камышу. Во. Вот это оно. Пошла волна небольшая. Но это даже еще и лучше. Карась не так бояться будет. Поклевка, поклевка. Опа. И зацеп. И зацепился за камыш. Пошел в сторону. И сошел сразу. Опа! Сразу поклевка. Только забросил. Да подожди ты. Как раз попал ему под нос. Неплохой карась. Только забросил, смотрю, поплавок пошел в сторону. Ну давай, давай же. Опа. О, неплохой. Сейчас вам покажу. О!
Ну и хороший карасик, смотрите какой. Боец. Плыви. Так. Опа. Вот там он у меня и клюнул. Эх, можно было бы, конечно, на боковой кивок, но запрещено. Рыбачить можно только с берега. А с берега тут не половишь. Смотрите, какие тут заросли с берега. В апреле, да и в мае месяце карася лучше ловить на мелких участках водоема. Вообще идеальное место это там, где камыш, всякие коряшки и так далее. Весной карась он всегда выходит греться на мелкие участки водоема, и там вы обязательно его поймаете в такой период времени. Поклевка, поклевка. Есть. Ух, куда ты? Куда ты, дорогой? Давай сюда. Так, потихоньку, не спеша. А так. Опа. Ну что, не красавцы, красавцы. Ну, таких карасиков приятно ловить. Первые апрельские. И клюет, кстати, карась весь с одного места. Там, где я бросил прикормку. Я в двух местах тут забросил прикормку, но клюет с левой стороны. Там, где я забрасывал прикормку, ближе к камышу. Вот там вот все поклевки. Так, да пойдет еще этот червяк. Забрасываемся. Ой, отлично. Отлично. Ну что, ждем. Оп, что ждать? Опять поклевка. Опять поклевка. Хотел сказать, ждем минут 5, а он сразу клюет. А, дерг. Ну давай. Ну. Эх, рано, наверное. Наверное, рано. Да, весь червяк погрыженный. Погрыз всего червя. А ну-ка. Что там стоишь по-любому? Поклевка опять. Есть. Хороший карасик. Так, притопил еле-еле. Ну давай. Во. Все один в один караси. Хороший. Стой. Опа. Плыви. Попробую червя не менять, а на кусочек червя. Может, он получше будет клевать на кусочек. Так, о, сразу дергает. Вот засранец. Ну давай. Ну дерг. Выкладывает. Опа, есть. Выложил поплавок. Вот и второй. Минута прошла, друзья. 1 минута. Выложил поплавок. Ну, этот чуть поменьше вроде бы. Так, мне надо вот эти как-то будет потом камыши убрать. Плыви к дядьке Ромке. Так, на кусочек червя. Ну как поменьше.
Такой же красавчик. Заглотил крючок полностью. Вот такой вот червяк, уже изрядно измученный, пожеванный. Так. В то же место. По камышам жабы плавают. Да большие такие. Вон поплыла. Метрах в 15 от меня. Ух и здоровая жаба. О, поклевка. Пошел поплавочек чуть-чуть в сторону. Пошел в сторону. Да елки-палки. Сошел. Вокруг палок полно, веток всяких. О, распутался, слава богу. Жаль. Третья поклевка была тоже практически сразу. Ну, секунд, может, 30, максимум минута прошла и клюнул карась. Но неудачно я его подсек. Или, может быть, рано. Я так понимаю, рыба подошла на прикормку. И опять поклевка. Только забросил. Ого! Есть! Ой, хороший. Ой, красавчик. Потопил даже поплавок. И опять на червя. Ну, этот побольше остальных. Иди сюда, родной, иди. Не бойся. Ой, такой. Вот такой. Настоящий карась. Смотри, круглый. Так, быстро одеваем червя и забрасываем. Весной так в принципе и бывает, что карась, да и любая другая рыба активно ближе к обеду. С утра можно на рыбалку рано не выезжать. Рыбачить я начал где-то часиков в 10, пока все разложился, закормился. Вот сейчас уже почти 12, и карась все лучше и лучше клюет. Чем ближе к обеду, тем лучше клюв. Сейчас еще минут 15-20 порыбачу на поплавочек. Потом хочу повторно закормить эту точку. И возьму удочку с боковым кивком, пойду проверю то место, где я закармливался еще с утра. Хочу проверить, будет на боковой кивок поклевки или нет. Чуть-чуть добавил воды. Сейчас попробую как можно точнее. Отлично. И поближе выманить его с кустов. Ну, пускай рыбка сюда подходит, а мы пойдем попробуем на боковой кивок половить еще карася. Так, здесь нужно тихонечко заходить. Рыбачить буду на удочку осни. Шнур у меня тут стоит 0,14. Вот такая вот маленькая мормышка. И идем пробуем. Ну, малек гуляет, по крайней мере. Сейчас посмотрим, кроме малька, там есть кто-то еще или никого. Главное не упасть. А ну-ка. Ну, тут глубина небольшая. Рыбка ходит, но дальше, там аж в камышах. Неудобно на дереве стоять, я вам скажу.
Вот привык рыбачить с лодки. С берега уже не то. Да, для береговой ловли осень коротковатая. 5,4 метра. Это мало. Для ловли с берега нужна удочка 6,5-7 метров. Никого. Иду, ребята, обратно. Постоял я на дереве, наверное, минут 15. Дергает одна мелочь. Красноперка. Карася вообще не видно в том месте. И я решил время зря не тратить. Клюет карась на поплавок. Ну и хорошо. Вот на поплавок. Вот на поплавок и буду рыбачить дальше. Вот поплавочек сегодня отлично работает. Давно уже для себя заметил, что если едешь рыбачить, то рыбачь на одну снасть. Не нужно брать с собой их 5-6 снастей. Решил на поплавок, значит на поплавок. Это уже не первый раз у меня такое. Понабираю и поплавок, и боковой кивок, и бегаешь туда-сюда, и толком ничего нормально не получается поймать. Ого! Ого, кто ж это клюнул? Карась такой. Ничего себе! Ну, если получится вытянуть, я вам покажу этого карася. Ничего себе, кабан. Да он больше, чем на полкило. Да, вот это карась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Подсак я с собой, естественно, не брал. О, сейчас. Фу, смотрите, какой карась. Ну, грамм 800 точно есть. 700-800. Во, карась. Ничего себе. Карасевич. Давай. Это да, карасямба. Я думал сначала, что это карп. Такой желтый рот показался на поверхности воды. А нет, это такие тут караси, друзья. Главная удочка выдержала. Леска у меня тут стоит 0,18. Так, ладно. Ждем еще одного кабанчика. Таких 3-4 карася, если я поймаю, то можно сразу ехать домой. Я прикормку бросал и вот так вот прямо, и тут вот справа. А клюет все поклевки вот тут вот слева. На одном пятачке. Поклевка. Завел в камыши. Ёлки-палки, а? Уже одну удочку я сегодня порвал. Оборвал. Все, и эту оборвал. Так, берем запасную. Идем. Но с катушкой. Во, какая у меня еще есть. Еще осталось эту оборвать. И все, можно собираться домой. Ё-моё, ну как же так, а? Фу, вот это да. Рыбалка. 2 удочки оборвал. Он поплавок там и телепается. Здесь все так же само, только поплавочек побольше. Надеваем червя. Ну, отлично. Так, ну забросил снасть. Посмотрим, будет клевать дальше карась или нет. Поклюка есть. Наконец-то я дождался. На новую снасть. Давай сюда, дорогенький. Ой, толстый какой. Кругляш. О!
Или какой круглый, какой-то короткий круглый. Эта снасть хорошая. У меня тоже карасевая, на карася сделанная, но для дальнего заброса. Вот в таких местах рыбачить на нее не очень удобно. От слова совсем неудобно. Приходится забрасывать по 5 раз, чтобы попасть в точку. Надо подальше. О, а ну-ка. О, отлично. Клев постепенно начинает затихать. Поклевки все реже. Ну, на то он и карась. Это такой парень. Он может не клевать сейчас, через полчаса может опять начаться такой клев, еще получше, чем и был. Посижу еще примерно полчасика и буду собираться домой. Вот пока была на водоеме волна, мелкая рябь, клев был получше. А сейчас стихло, ветра вообще нету, и клев перестал. Поклевочка. О! Еще одна. Еще один карасевич. Иди сюда, дорогой. Вот так, красавчик. Растопырь плавники. А мои подписчики поставят тебе за это лайк. Вот такой вот. А, какой красавчик. Поклевка, что ли? Да. Поклевка, только забросил. Ух ты. Небольшой. Только забросил удочку. Вот какой. Маленький джигит. И садок. Тут главное точный заброс, иначе труба дела. Отлично. Друзья, пошел дождик. Небольшой, правда, мелкий, но может и большой начаться. Я не брал ни плаща с собой, да ничего не брал я от дождя. Нормально я так попал. Пока домой доеду и промокну еще. Такой небольшой карась. Давай, 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 давай. Небольшой, но тяжелый. Ого. Это ты на дождик так расклевался, наверное, сегодня, да? Больше ждать не могу, там идет туча такая здоровенная, черная. Надо быстро собираться и ехать домой. За поплавком так и не полез я. Пускай кто-нибудь приедет, заберет, может кому-то он будет нужнее. Так, сейчас достаю рыбу, показываю. Ну, так я вам скажу, килограммчика 3, 2,5 может. Как раз то, что нужно. О, какой карась. И таких, наверное, с десяток. Для первой весенней рыбалки на поплавок рыбалка получилась хорошая и интересная. Один карась вообще хороший попался. Один такой же сошел, наверное, может даже и пару штук. 2 снасти оборвал тут в камышах. Из наживки я использовал навозного червя. Закармливался прикормкой с запахом чеснока. Спасибо, ребята, всем за просмотр. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. А я буду побыстрее собираться, потому что пошел дождь, как я и думал. И буду ехать домой. Всем пока!